В сегодняшней лекции я показываю технологию управления, связанную с структуризацией сознания на принципах концентрации на рассеянных системах в области восприятия. Смысл данной технологии заключается в том, что если вы рассматриваете, например, физическую среду как среду, выявленную, например, в виде предметной части, то существуют области, во-первых, перехода, даже зрительного перехода между, например, предметами. Во-вторых, существуют на уровне сознания области, которые с точки зрения организации организуют и эту среду тоже. Если говорить более адаптированно, то когда вы смотрите физическим зрением, например, я смотрю, передо мной есть там видеокамера, дальше там дверь, дальше я воспринимаю, что есть коридор, то между этими объективизированными системами существует, во-первых, переход от стола например, к двери, и тогда, чтобы воспроизвести пространство между столом и дверью, я должен на уровне создания в том числе продифференцировать, то есть создать также и это пространство с точки зрения управления. То есть, поэтому рассеянные системы прежде всего относятся к таким переходам. Также, если я смотрю физическим зрением, но при этом не вижу физическим зрением коридора, но при этом я знаю, что там за дверью находится коридор, тогда я воспроизвожу на уровне технологии создания такую систему, как коридор, через связи, которые, можно сказать, связями перехода между, например, выявленными предметами, то есть между дверью, предположим, и столом. Вот технология, которую я сегодня описываю, она заключается именно в выявлении рассеянных систем на уровне восприятия и использования этих систем, например, для макродоступа, то есть для спасения всех и на любом расстоянии, а также для саморегенерации в условиях гармоничного развития и плюс для того, чтобы иметь, прямое управление и сознание, то есть по трем уровням сегодняшней лекции, как это, вообще говоря, запланировано, так и будет проходить именно система использования технологий, которые употребительны в случае, если вы используете рассеянные системы в сознании. Понятие рассеянного в данном случае я сейчас определю еще более корректно. То есть может быть, что мы имеем несколько объектов информации на уровне восприятия, и данный объект информации, который, например, представляет собой совокупность всех объектов, это есть концентрация рассеянных областей. То есть это будет дополнительное понятие к сегодняшней лекции. Таким образом, мы имеем две характеристики рассеянной области в данном случае, хотя вы можете, вообще говоря, ввести потом и свои при прослушивании данной лекции. И с точки зрения первой характеристики, технология прямого доступа на уровне рассеянных систем, она заключается в том, что вы делаете системы сворачиваемыми на уровне оптики восприятия в точку первичного доступа от, например, вашего уровня, предположим, души, духа или сознания, или мысли. То есть вы определяете точку, которая является первичной в регистрации, например, рассеянной системы, и вводите волевое управление, когда в оптическом диапазоне данная система как бы сворачивается, причем рулонным буквально образом, то есть, например, она сворачивается, своеобразно как коврик, расстеленный, предположим, в область развития оптики, она сворачивается наоборот и в точку первичного уровня восприятия этой области. То есть технология, она такая достаточно своеобразная и содержит как внешнюю область восприятия, то есть то, что относится к области рассеянной системы, так и область, собственно говоря, вашу. То есть точка пересечения, она такова, что та область, которую вы считаете вашей, в данном случае является отправной точкой для того, чтобы рассеянную систему свернуть. Как только вы свернули рассеянную систему, понаблюдайте, как развиваются технологии развития, на уровне вашего сознания, потому что как только вы начинаете этим процессом заниматься, вы можете выявить очень много достаточно корректных, на законодательном уровне систем развития вашего сознания с точки зрения вашего восприятия. Так как ваше восприятие тоже часть сознания, то получается вы работаете с взаимосвязанными системами на уровне, например, духовного восприятия. И просто в качестве примера проведите конкретную практику. Вот я
привел, предположим, пример стол и дверь, ну, которые присутствуют в данном зале, как ну, постоянно, например, величина, да, по времени. И если мы рассмотрим вчерашние сутки, предположим, то соотношение двери и стола в этом зале – это, в общем-то, достаточно постоянная величина. Вот организация расстояния между дверью и столом, именно вот пространство, то есть воздух, что там находится в течение суток, например, да, кто был, вообще говоря, между дверью и столом. То есть всю эту информацию постарайтесь получить на уровне восприятия путем, как я объяснил, свертывания, значит, именно рассеянной области, то есть не информации стола и двери, а то, что между ними, и причем свертывание в области, где вы воспринимаете информацию самостоятельно. Вот где вы воспринимаете, выберите какую-то точку возле, например, физического тела. То есть этот тренинг проделайте сразу же, как только я сказал. Значит, то есть в течение, вот, например, нескольких секунд. Как только вы проделали тренинг, посмотрите, откуда может возникнуть область, ну, своеобразная область, которая характеризует то, что если мы берем какое-то пространство, эта область может быть неустойчива в первом импульсе восприятия. То есть сознание скользит как своеобразная волна в пространстве между дверью, например, и столом, и при этом возникает область, ну, своеобразный волновой поток возникает, который является неконцентрированным потоком. То есть выявите вот эту область в своей работе и сделайте поток концентрированным. Причем концентрированным не в области, не в пространстве вне вас, а в пространстве внутри вас. И вот как только вы, то есть внутри физического тела, конкретно уже, внутри физического тела. Значит, как только вы внутри физического тела эту точку находите, вы сразу же очень четко воспринимаете стол и дверь. То есть вам нужно в качестве домашней работы этот тренинг довести до того уровня, что как только внешнее управление, значит, идентифицируется с внутренней единой точкой, то есть когда динамика переходит в статику внутреннего восприятия, вы получаете управление, причем управление по макрогармонизации. Почему по макрогармонизации? Потому что структура вашего тела, если вы работаете внутри тела, является как гармоничная связывающая структура в сознании. И вот это один из законов сознания, что когда вы развиваете сознание в сторону процессов познания мира, то тело является переходным уровнем, который является уровнем, в том числе и концентрации различных информационных систем. Если мы рассмотрим разные информационные системы, а тело как уровень несущий и воспринимающий информацию, то тогда достаточно ясно, логически, что тело таким образом устроено, что задача тела управлять самыми разными, в том числе рассеянными системами, потому что доступ может быть хаотичным, в принципе, доступ как бы информации может быть произвольным, а именно эта структура, она ближе всего к той как системе, вот именно рассеянной системе, о которой сейчас я сказал. Почему я сказал ближе всего, это не то же самое. В качестве самостоятельной работы найдите в сознании, значит, те переходные уровни, когда из рассеянной системы в сознании можно получить уровень произвольного доступа к физическому телу. И при этом доказать нужно из рассеянной системы, из состояния рассеянной системы, так скажем, да, восприятие сознания, доказать, что тело – это уровень концентрации, в принципе, любой информации в бесконечном развитии. То есть, если с точки зрения оптики рассматривать, что есть, например, человеческое тело в проективной части всех оптических систем, то есть сказав, что весь мир состоит из оптических систем восприятия. Ну, действительно, что восприятие вы воспринимаете в виде неких оптических импульсов. И рассмотрев все явления мира как оптические системы, и при этом рассмотрев физическое тело внутри своей же оптики восприятия как проекцию этих систем, то есть рассмотреть те траектории оптической системы, когда вы видите именно проективную часть, направленную на ваше физическое тело. Как только вы, значит, делаете такие мероприятия по рассмотрению, то вы получаете, что физическое тело функционирует достаточно каноничным образом, то есть однажды обусловленным образом и очень строго в соответствии с реконструкцией или созданием будущих событий. То есть будущее с точки зрения этого подхода достаточно системная область информации. И когда вы просматриваете эту системную область информации как проективную систему, то исследование закона будущего – это всего лишь навсего исследование оптического луча, но наоборот. А наоборот, это значит, вы
берете первичную точку, например, точку физического тела, предположим, вот я когда даю концентрации по управлению событиями, там имеется в виду, что вы управляете, исходя из тела, не только там процессами как бы абстрагированными, да, например, не связанными с телом, но и по оптическим линиям, связанными с телом. То есть и поэтому мы получаем при такой концентрации управление такого типа, что вы можете проследить каждую итерацию своего управления. Следовательно, когда вы рассматриваете вот в оптическом диапазоне именно так конструкцию управления, то вы понимаете, что рассеянные системы, то есть то, что между двумя оптическими, например, образами или несколькими, это и есть среда, которая содержит эти образы. И, следовательно, в сознании, вот, скажем, место содержания оптических систем, выявленных, да, скажем, в восприятии, это тоже самое, как система сознания, которая характеризует как несущую систему, так и является, вообще говоря, собственной величиной. То есть там существуют свои законы распределения информации и свои собственные связи. Следовательно, организация промежуточной области – это специальная задача в управлении. То есть в управлении любая область, включая промежуточную, это есть область управления. И в данном случае, если я, например, говорил на физическом уровне, что это рассеянная область, так как она динамичная, например, да, то там это может быть рассеянная область, так как она статичная. И если вы вот выявляете, ну, как бы более статичные, чем, например, динамические световые импульсы. Если вы выявляете вот духовное содержимое управления, то есть где работает ваша духовная среда, то вы видите, что духовная среда, она работает в той области восприятия, где нет различия между выявленной оптической областью и между статичной областью, в которой оптическая область находится. То есть логика управления на ментальном, что ли, на мыслительном плане отличается тем, что там это видно, но на духовной основе это одно и то же. И, следовательно, когда вы имеете задачу, значит, бесконечного и мгновенного доступа, то на духовной основе это часто становится очень понятным и очень быстрым, потому что вам не надо преодолевать систему, например, расшифровку и восприятия информации, а вы это делаете мгновенно, потому что в той области это одно и то же. У вас нет длительности по как бы затрачиванию какой-то работы на преодоление какого-то уровня восприятия. Следовательно, я ввел такую характеристику, как преодоление логического уровня восприятия, например. И чтобы этот уровень преодолевать мгновенно, вы можете использовать те механизмы, которые называются, например, механизмами ясновидения, и они в данном случае значит, находятся очень просто. На самом деле это больше духовное видение или работа души, потому что речь идет именно о создании, а не просто о видении как таковом. И поэтому вот это духовное видение, оно заключено здесь в том, что как только вы поставите на уровне души, причем поставите логическую задачу найти такое прямое духовное видение, то вот линия, оптическая линия такого видения, она находится между областью духовного прямого доступа, о котором я уже говорил сейчас, и областью логического, оптически выявленного уровня. И вот эта вот область на оптике, это и есть то, что вы можете видеть напрямую и сразу. То есть, если вы сознанием входите туда, то любой объект реальности, например, тот коридор, о котором я сказал, который находится за дверью, я могу его увидеть так, как бы я смотрел физическим зрением. Следовательно, наложение как бы физических уровней восприятия я начал с того, что я смотрю глазами. Значит, и уровня духовного развития уже, вдумайтесь в этот термин и постарайтесь его освоить как бы очень подробно и до конца. Ну, в этом как бы лекционном варианте уровень духовного развития, он, значит, таким образом создает доступ, что физически выявленные задачи, которые я ставлю, например, переход от стола к двери, и затем задача, в принципе, на уровне физического пространства, тот коридор, который я не вижу, например, физическим зрением, но я могу открыть дверь и убедиться, что он именно там есть, да, то как бы сюда включена еще и система действия физического тела. Когда вы, например, то есть действие, я подошел к двери, открыл и посмотрел физическим зрением, то когда вы рассмотрите это все в совокупности, то вот оптически проявленная система, которую я сказал, то есть все события, вся информация проецируется в человека, и при этом создается уровень
связей, да, то вот мышление, информация чувств, например, информация, которая не относится к физическому пространству, она создается в том числе как система рассеянной реальности. То есть, если вы работаете на уровне как бы чувственного образа, то есть, когда вы смотрите, как рождаются чувства на информации, то там происходит очень быстрое возникновение, как бы иногда внезапное, и возникают они из уровня, который достаточно динамичен и содержится часто в бесконечно отдаленной точке сознания. Так вот, если вы совместите, то есть проработаете, значит, работу, которую делают, например, информационные системы, относящиеся к чувствам, но проделаете логически, то вы получите, что логика имеет уровень, достаточно специфический уровень ограничения, что ли, развития в область, значит, технологий как бы чувственной природы. И это ограничение, оно связано с тем, что если вы, например, развиваете определенную скорость мышления, то логика имеет скорость, которая может быть замерена вашим как бы первичным уровнем восприятия, в то время как скорость чувства может быть бесконечно большой в точке даже возникновения. Вследствие этого вы имеете достаточно, вообще говоря, универсальный аппарат исследования, свой причем личный аппарат, который может позволять вам, используя известные понятия, например, чувство, логика, прямой доступ, который, например, не характеризует ни одно из понятий. То есть я могу смотреть на пролетающий самолет, но при этом я увижу, это что за система, да, например, как она характеризуется. И также вы можете посмотреть. То есть при этом можно использовать платформу чувств или платформу логики. Может быть, можно смотреть, и точно можно смотреть, например, прямо душой или там на уровне духовного восприятия и видеть, в принципе, один и тот же самолет. То есть вот вы можете проработать разные системы с точки зрения разных стартовых уровней анализа и получить, что существует унифицированный уровень восприятия, то есть унифицированный доступ информации, который также в проективном уровне означает ваше физическое тело. Или же физическое тело развито с точки зрения, например, мышления, с точки зрения управления. Значит, следовательно, я ввел еще один термин, что мышление, управление, например, структура сознания – это развитие физического тела, развитие от физического тела. И когда мы, например, исходим с точки зрения этой технологии, то здесь принцип доступа в любую точку пространства-времени, даже оптического доступа, например, для предотвращения какой-то глобальной катастрофы, он в данном случае совершенно прямой. На оптическом уровне существует просто оптический луч, да, например, к точке возможной катастрофы. Физическое тело – это значит, то, что управляет оптической системой. И когда вы с точки зрения технологии работаете, в том числе и действиями тела, преобразовываете луч, вы меняете реальность, и катастрофа не происходит. Значит, в качестве сейчас вот работы, конкретной работы с точки зрения тренинга, проделайте такую буквально сейчас работу. Вот передо мной, просмотрите, существует сфера радиусом сантиметров 20 на расстоянии примерно 2 метров от поверхности пола, где-то на 20 сантиметрах. Сфера, которая характеризует то, что глобальная катастрофа уже предотвращена. Уже ее нет, и причем никогда. Вот именно такая сфера. Значит, вы берете информацию данной сферы и делаете реальностью, но реальностью как своего физического тела, так и всей информации вообще. Этот тренинг проделаете с точки зрения систем оптического доступа, причем, как я объяснил, путем сворачивания оптического луча как бы к себе от этой сферы. То есть вот проделайте это упражнение, лучше это сделать быстро, там, в течение нескольких секунд, а я понаблюдаю. Когда вы проделываете эти действия, обратите внимание, что сфера при этом она никак не меняется, она не уменьшается, она не перемещается и так далее. То есть работа с данной сферой ничего не изменяет. Значит, следовательно, позитивная конструкция, относящаяся к технологиям вечного развития, она имеет тот статус, который один раз даже, например, сейчас я придал, она в этом статусе и остается. Любая конструкция вечности, например, созданная один раз, она не меняется. Следовательно, если мы имеем ограниченное физическое пространство, как принято считать, да, или, например, пространство информации, которое, может быть, имеет какой-то определенный объем, то создание конструкций вечных может
бесконечным образом эти пространства заполнять. И вот когда мы говорим о процессе саморегенерации, самовосстановления с точки зрения гармоничного развития, то вот именно заполнение пространства такими объектами вечности и характеризует гармонию в плане вечного воспроизводства любого импульса сознания, любой, например, мысли, любого духовного посыла. При этом пространство информации все больше заполняется конструкциями вечности. И вот эта рассеянная так называемая система, то есть то, что является переходом от одной системы к другой, заполняется фактически своеобразным светом, значит, как бы одинаковые, что ли, идеологические формы информации, и тогда получается, что духовная основа от логики уже не отличается. Как только духовная основа от логики не отличается, вы видите, как создается физическая клетка. Значит, и получается, что тело человека – это в том числе и система интеграции, значит, пространства, восприятия на уровне сознания. То есть, если мы, например, возьмем там линейку или метр и замерим расстояние от стола до двери, и при этом мы на уровне восприятия рассмотрим, пусть это будет, предположим, там 3 метра, и рассмотрим на уровне восприятия, что 3 метра, что это для сознания. Например, что за оптический луч означает 3 метра. Рассмотрев эти 3 метра в сознании и, значит, приведя сюда духовную систему восприятия с точки зрения вечности, мы увидим, что восприятие этого пространства может организовывать клетку. Просто просмотрите этот механизм внимательно. Этот механизм достаточно сильный, механизм целительский в плане том, что когда вы строите, значит, именно соединение логической фазы с духовной, вы можете создать здоровую клетку. В принципе, орган или, там, например, организм в целом даже. То есть, поэтому по возможности эту технологию используйте в том числе как технологию регенерации, то есть восстановления, и технологию преобразования. Не обязательно это касается только тела человека, а вообще преобразования в норму любого событийного уровня. Значит, следующий уровень – прямой доступ из собственного сознания в систему любую, причем управление, именно управление с точки зрения доступа, прямого доступа к любому событию, здесь заключается в том, в этой лекции, что управление, значит, характеризуется выходными характеристиками той же рассеянной системы. То есть, как правило, управление в комплексном плане – это несколько или многовариантная система, и поэтому можно определить так же, как рассеянную систему. И вот доступ из своего сознания к системе управления заключается в том, что все рассеянные системы должны быть интегрированы на уровне лучше всего души, и из которой вы уже далее воспроизводите дух и логический уровень развития. То есть здесь будьте внимательны, здесь достаточно новая технология, она достаточно тонкая, связана с тем, что организация вроде бы такая же, как и ранее, или в других лекциях существует такая же технология работы от души, но в данном случае работа идет именно из души на уровне создания управляющей областью, которая уже управляет. И вот когда вы, например, используете такой подход, то систематизация будущих событий, то есть как управлять будущими событиями, для вас будет уже видна в динамичной форме, то есть вы уже приближаетесь к реальному будущему, как только вы входите в эту технологию. К реальному будущему, которое содержит определенный волевой, что ли, компонент, определенные системы развития, которые существуют, скажем так, в том будущем, и при этом эта реальность, она такая, что преобразование данной реальности, как правило, предоставляет из себя достаточно большой объем работы, но при этом, если вы, например, поставили цель и, предположим, решили эту цель реализовать, то это будущее оно настолько динамично, что, в принципе, там можно реализовать любое макроуправление в позитивном смысле. То есть вот к этому уровню прямого доступа будьте повнимательны. Здесь доступ очень органично связан с вашей физической материей, с вашим восприятием и является как бы частью вас. И вот когда вы делаете такое управление, то обратная волна управления, так скажем, обратная информация, которая, значит, появляется из управляющей области, в данном случае это непрерывный процесс
значит, которые, вот и когда я говорил про чувства, например, да, то, предположим, какая-то там система на уровне чувств вызывает, возможно, другую реакцию, но как бы требуется время. А это вот непрерывный процесс в данном случае, как своеобразная струна, которая постоянно существует. И вот обратное течение – это все равно, что прямое течение. Это очень специфическая система. То есть понятие чувства там становится многообразным и как бы не строго определенным. Поэтому, когда вы поработаете с этой системой, вы увидите, что эта система дает очень много в управляющей системе, но и там очень много можно познать с точки зрения развития чувств в многомерном образе или с точки зрения развития, например, логики в духовной, ну, то, что значит бесконечно мерная область. Значит, в данном случае я именно лекционный материал, касающийся, например, технологии сегодняшней лекции, я заканчиваю, и сейчас перехожу к разделу учения своего, который, значит, относится к разделу наука, и применю некоторые понятия сегодняшней лекции, чтобы пояснить, что по учению, значит, я ввожу в качестве, ну, скажем, характеристик, которые объясняют, значит, положение науки с точки зрения моего учения. Так вот, в моем учении есть, значит, такой параметр, как наука в моем изложении. Есть параметр, как ортодоксальное или известное направление науки, ну, также в моем изложении. То есть первый параметр, то есть именно наука в моем понимании и изложении характеризует то, что я в качестве научной задачи ставлю, значит, исследование собственного восприятия, собственных систем управления, и при этом первичной задачей является задача, ну, как бы информативно выявленная, при этом, естественно, она содержит либо логически, либо, безусловно, адекватно ситуацию, которая существует в мире, предположим, возможности там глобального уничтожения, и тогда задача доступа по управлению заключается в адекватной характеристике. То есть, значит, ну, научная система должна быть созидательна, и поэтому в понятие наука я ввожу, если вот фонетику этого слова прослушать, то на определенном, например, индийском наречии, там, древнеиндийском, это означает все-таки созидательный путь. Когда мы говорим о науке, я подразумеваю, что речь идет о науке созидания. Как бы понятие наука, то есть то, что требует, значит, сообразного развития, включает, вот, в моем понимании, именно созидательную технологию, и она должна быть максимально приближена, а лучше в идеале такая же, значит, по способам, как делает создатель. И в связи с этим я все-таки рассматриваю только созидательную компоненту в этом понятии. И когда я, например, ставлю задачу исследования процессов реальности, то адекватная реакция – это то, что в условиях, например, рассеянных систем, то есть множество связей, множество, там, предположим, ядерных боеголовок, множество химических систем уничтожения, которые уже существуют, и задача преобразовать мышление в плане том, чтобы, по крайней мере, например, логическим путем люди не воспроизводили систем самоуничтожения, возникает задача управления уже от себя. Поэтому основным компонентом моей науки, в моем понимании, это уметь управлять лично структурой, причем на любое расстояние, структурой, в принципе, любой информации, так, чтобы обеспечить, по крайней мере, отсутствие глобальной катастрофы и в том числе по возможности любых частных катастроф и, соответственно, гармоничное там всеобщее развитие, где включено ваше личное собственное развитие. То есть вот из такого плана я строю, значит, позицию, и таким образом я даю технологию познания в большей степени проявленную в виде лекционного плана, вот такого примерно как сейчас. То есть это план развития собственного сознания, когда лично человек может управлять ситуацией и системой, любой информацией, может иметь прямой доступ и преобразовывать в позитивном направлении. Другая часть, связанная с, значит, именно моей наукой, но как она там в разделе называется, я и так назвал, что это моя наука, ну, с точки зрения ортодоксальных систем, то здесь я прежде всего, значит, подразумеваю, что существуют, естественно, уже накопленные позитивные знания, и они реально существуют, на них строится социальная, например, жизнь, значит, вообще говоря, развитие цивилизации во многом строится в определенной степени постигнутых созидательных знаниях. И вот когда я говорю об ортодоксальных
или известное направление науки в моем изложении, то я подразумеваю, что я, во-первых, все-таки даю свое управляющее мнение по каждому разделу. Это мнение таково, что учитывает общую мою позицию, связанную с тем, что надо уметь обязательно спасать всех и всегда и быть в том уровне постоянно, что, во-первых, не должно происходить, по крайней мере, глобальной катастрофы и так далее, как я уже сказал в первой части. Но при этом я могу рассматривать любое изложение, научное изложение, и добавлять то, что я бы считал нужным с этой точки зрения применить. Вот это я называю ортодоксальной системой или известное направление в науке в моем изложении. И когда я применяю эти технологии, то там существует ряд подуровней. То есть это выделение уже известной созидательной части, то, что может быть применено как созидательная технология или там расширено, или же, например, как-то преобразовано в ту сторону. Если это система несозидательного типа, которая может, например, разрушать, тогда я здесь добавляю систему преобразования или с технологиями сознания, или же приборными, или инструментальными, или какими-то другими научными, в том числе методами, которые бы позволили эту систему сделать, по крайней мере, нейтральной, например, а в следующем и безопасной. И вот поэтому полностью имеется в виду безопасной, интегрированно сочетаемые с уровнем гармоничного развития, причем с точки зрения технологии вечного развития. То есть если рассматривать потенциально, деструктивной системы, то в том случае, добавление характеристик видоизменения этой системы – это тоже специальная технология моей науки с точки зрения ортодоксальных систем. Я вам советую, вообще говоря, пользоваться вот таким, подходом в переопределении разных совершенно систем реальности, может быть, не только относящихся к науке, но, в принципе, когда вы строите управляющие решения по отношению к известным знаниям, и это решение позитивно для всех, то все равно с точки зрения развития уже известной системы это полезная характеристика даже для систем. С точки зрения идеологического закона создателя, когда все явления должны быть созидательными, деструктивные системы в любом случае должны быть преобразованы в созидательные в бесконечном времени. Следовательно, вы просто ускоряете работу их саморазвития. То есть вы, в принципе, не входите в конфронтационную, систему деструкции, а просто их доразвиваете до уровня созидательного плана. Поэтому в данном случае вы можете работать совершенно по прямому доступу и куда захотите, то есть без всяких ограничений. Идеологический статус вашей работы позволяет вам работать везде. Вот такие основные подходы, которые я отношу к понятию моей науки, и в подструктуре данного подхода, например, в первой части я использую механизмы во многом близкие к тем, о которых, например, я сказал в сегодняшней лекции, то есть использование систем собственного сознания, использование определенных позиций, таких как душа, дух, логика, и использование совершенно разных механизмов восприятия, которые бы позволяли достигнуть цели реального позитивного управления, причем адекватного обязательно. Это реальное спасение, например, от возможной глобальной катастрофы, причем при любой системе, например, сочетания событий. Но лучше делать так, чтобы любое сочетание было подконтрольным вам. И, использование этого механизма на основе собственного восприятия в условиях техногенного уровня еще развития общества часто является во многом единственным уровнем вообще реальности вечного развития цивилизации, потому что умение управлять любой технической системой и своего сознания упирается во многом в следующий закон сознания, развития сознания, что воспроизводимые объектные системы, например, техника, это системы, которые имеют определенное время развития, например. Вот возьмите, предположим, сферу передо мной радиусом сантиметров 10, рассмотрите, что означает техногенная система развития человека, и рассмотрите, что означает развитие сознания по отношению к техногенным системам. Наложите эти две сферы одну на другую и получите собственное развитие. То есть как вы должны развиваться тогда, с точки зрения сознания, чтобы техника была вам подконтрольна. То есть получите эту информацию прямо сейчас, за несколько секунд. Дело в том, что на уровне рассеянных структур сознания эта информация может быть получена мгновенно,
только лишь от восприятия одного рассеянного импульса. При этом вы можете на духовном уровне сразу увидеть ответ. Его не обязательно расшифровывать, главное его хотя бы рассмотреть, а потом его можно технически превратить либо в прибор, например, либо в технологию управления. Следовательно, быстрота решения задачи, ну, соответственно, рождает и технологию своеобразного постепенного доступа. Вот поэтому, когда я решаю задачу с точки зрения именно своей науки, которая, вообще говоря, перекладываема, потом можно определенные вещи вывести в ортодоксальную систему, я так делал в математике, когда выводил символическую систему по описанию к одному и тому же процессу в обычную известную ортодоксальную математику. Но зато моя часть позволяла находить те коэффициенты, которые, например, не могут быть найдены с учетом существующих математических систем. Но при этом они все равно являются объективизированными, потому что там совершенно четкая символьная система, характеризующая конкретные характеристики процесса. И, следовательно, вот наука, которая характеризует прямое восприятие и адекватную реакцию, наука может быть адаптирована вообще к любой известной символическом или в устойчивом виде системе. И вот одна из характеристик науки, она в том числе и такая может быть. Но это не обязательно. Для системы макроспасения может быть собственная наука, которая не обязательно интегрируется, а выполняет просто задачи спасения. То есть это произвольная характеристика. Я просто, например, делаю так с точки зрения необходимости еще и в решении второй части. Когда я интегрирую свою методологию с ортодоксальными системами, то развитие, например, ортодоксальных систем можно уже в достаточно кооперированном, достаточно системном виде уже перевести на уровень, например, развития тех же ортодоксальных систем. То есть фактически я могу дать управляющие координаты уже на уровне, например, просто символических систем. И поэтому, если мы, например, имеем такие управляющие координаты, как, предположим, просто технология, перевода символьного типа, то нам не нужно применять лишний раз воспроизведенное управление, а достаточно только лишь использовать уже известную технологию, которая уже символически как-то выражена, например. Да? Поэтому я использую такие системы и считаю, что это целесообразно в рамках взаимодействия с разными социальными уровнями развития общества, с разными научными проявлениями или же новыми проявлениями. То есть объективные фазы должны быть определенным образом совмещены на уровне созидательных целей развития, и поэтому взаимное понимание – это очень целесообразная вещь для устойчивости, всех процессов созидательного развития в условиях свободного творчества, например, каждой личности или каждой системы. И поэтому, когда речь идет о переходных, своеобразных, с точки зрения такого механизма, предположим, как существует, например, в переходных системах, механизма своеобразного шлюза, где одни входные параметры преобразуются в другие, и другой системе эти параметры понятны, то такие системы, они даже желательны между различными направлениями науки. И когда, например, вы производите, вообще говоря, научные исследования, по возможности закладываете систему, которая была бы или управляющая может она быть, но не обязательно она должна быть понимаема полностью, всеми системами, но тогда должна она быть управляющая система. Либо эта система может быть такая, что ее понимает, и управление происходит из развития уже той системы до уровня понимания вашей системы, и когда та система признает, что ваша система она является более целесообразной. Но такой путь может быть более длинным, но он для социального статуса также целесообразен в развитии научных технологий. И когда, например, я рассматриваю принцип развития научных систем, то я считаю, что наука может быть наукой, например, исходящей от одного человека, то есть от одной личности, и может называться наукой. То есть это не обязательно система, например, статистическая, не обязательно система повторяемая, потому что в моих технологиях главное предотвратить, например, катастрофу, глобальную катастрофу, частную катастрофу, вообще любую систему, которая может совершенно новой быть.
Если исходить с точки зрения статистики, повторяемости, то может быть ситуация, которая, во-первых, никогда нигде не возникала. А задача управляющего, задача имеющего реальную научную технологию и с этой ситуацией справиться. Следовательно, это не обязательно системный в плане повторяемости, например, подход. Это может быть только лишь одно единственное решение или одна идея, которая реально спасет, но при этом она может нигде не быть адаптированной. Но при этом это тоже считается строгая наука, потому что она решает эти вопросы. Поэтому у меня понятие науки – это понятие реального решения вопроса. И может быть так, что там целые научные направления уже известны, или все в совокупности, которые решали вопросы, могут вопросы реально не решать в условиях бесконечного развития событий, а вновь возникшая идея или технология очень близко к этому процессу может процесс реально решить. Следовательно, задача научной технологии – уметь развить в большей степени, например, духовные возможности или так ориентировать приборные технологии, которые бы решали те задачи, которые могут быть, ну, как бы совершенно, например, значит, новыми, которые никогда и нигде не возникали. Это в условиях, например, тех же систем предотвращения катастроф, это очень понятная задача. Катастрофы могут происходить, например, в тех системах, которые могут быть, ну, очень устойчивыми или не предполагать, что там они могут быть. И поэтому ситуация здесь такова, что, я считаю, особенно в современном мире, в условиях там теоретических систем, когда, в принципе, при наличии оружия глобального уничтожения даже небольшая теоретическая группа может представлять собой, в общем-то, в принципе, адекватную угрозу, например, системному развитию, нежели это может быть, например, локальная война межгосударственная. И, следовательно, в этих системах, как бы, принцип, я считаю, научной именно технологии – это уметь реально предотвращать, причем радикально с точки зрения решения там, вопросов, предположим, тех же, кто предполагает террористический акт, а не, например, только там силовым методом, реальное решение вопроса по существу. А это все равно достигается путем знания информации, путем применения технологий, которые совершенно уникальны и могут быть востребованы, возможно, только один раз. Следовательно, технология реально научная, на мой взгляд, в современных условиях, которая реально спасает с точки зрения науки созидательной, это технология прямого доступа, опять же. Прямого доступа к любой информации, точное знание и точная реакция, и точное решение. Значит, вот на этом я заканчиваю сегодняшнюю лекцию. Сейчас будет 15 минут перерыв, а затем уже я буду отвечать на вопросы. Сейчас я буду отвечать на вопросы. В первую очередь я сформулирую вопрос самостоятельно и отвечу на него с точки зрения, видимо, пояснения в большей степени сегодняшней лекции, в частности, конкретно к технологиям науки. И вопрос, например, может звучать так, что с точки зрения научных технологий, как объективизировать, что данная технология, ну, является, так скажем, научной? Именно объективизировать, скажем, в социальной среде с точки зрения разных наук, подходов, то, что относится к понятию науки. Но дело в том, что я считаю, что желательно знать следующий ответ, что когда мы говорим о науке именно спасения, то есть о науке, которая, в принципе, вообще говоря, это слово существует, пока существует цивилизация, то в рамках
саморазвитие, что любой системы или вот интеллектуального воспроизведения системы, то есть наука — это определенная система развития общества. И очевидно, ну, предположим, взять простой пример, если идет исследование какого-то научного процесса, любого, там, химического, физического, в принципе, или же филологического типа, то вопрос исследования всегда подразумевает то, что это исследование вообще кому-то должно быть нужным, во-первых. А следовательно, пусть даже, например, это лично нужно человеку, но с точки зрения перспектив развития человека. И вообще говоря, принципиально, если кому-то нужно, с точки зрения будущего, будущее должно существовать. Получается, в любой научный элемент исследования должна вводиться система противодействия глобальному уничтожению. Пусть это будет филологическая система, химическая или физическая. Следовательно, вот даже в условиях частных систем, я имею в виду частно-ортодоксально-научных, эта технология реализуема. В данном случае я здесь отвечаю на вопрос принципиально именно по науке спасения, например, по науке предотвращения, предположим, глобальной катастрофы, что часто бывает очень узкой технологией и специальной совершенно технологией. Например, предусмотреть, что множество спутниковых систем, которые произведены в разных фирмах и имеют иногда не очень хорошее программное обеспечение, как они могут, например, проактивировать запуск ядерной ракеты, если программное обеспечение, например, выйдет из строя или будет погашено там пучковым оружием, то вот эти все связи часто требуют очень узкого подхода по управлению спутниковыми системами просто. И тогда получается, что вот в научной будет называться технология, когда человек просто из сознания сможет, например, программу или восстановить, или просто остановить взлет ракет. Тогда получается, что технология науки спасения, она реализована. Следовательно, сказать, что исследование является научным, это когда вы реально делаете результат спасения, и тогда вы, соответственно, по науке спасения действуете научным образом. Понятие науки в данном случае объективизировано тем, что вы сделали результат. Но есть еще более распространенный и более серьезный смысл объективизации, что когда вы делаете ради спасения, то изыскания тоже могут являться сразу же научными, потому что основной смысл – это уметь предотвратить какую-то проблему, а не, например, даже преуменьшать ее или реструктуризировать, когда она уже началась. Следовательно, значит, можно в принципе сказать, что кто занимается спасением, и спасением причем адекватным, что есть прямой доступ из любой точки в любую точку пространства и в том числе времени, то тогда вы занимаетесь истинно научной технологией, потому что вы действительно реально ставите задачу. То есть вот в науке, с точки зрения вообще понятия науки, это, как правило, имеет значение постановочная часть. И когда вы ставите задачу адекватно, следовательно, вы и занимаетесь наукой. Поэтому вот я советую в дальнейшем, может быть, ссылаться вот на то, что я сказал, или как-то развивать эту идеологию и считать, что значит, любые там, например, другие точки зрения, которые могут не стыковаться, во-первых, могут не знать, например, той идеологии, которая вот реализовывается в системе спасения, или же их надо к этому сподвигнуть, как-то там преобразовать, дать им знания и постараться перевести лучше всего на эту же философию путем неких логических или там духовных сведений, да, так скажем. Еще один вопрос, который бы я хотел сформулировать, и, соответственно, это будет как ответ на вопрос с точки зрения развития идеологии сегодняшней лекции. Это вопрос следующий, что когда я говорил о понятии рассеянной структуры сознания, то в восприятии возникает своеобразный элемент, который характеризует то, что и внимание тогда работает на рассеянном уровне. Вот спектр восприятия, который соответствует вниманию, он рассеивается. И это вот на духовном уровне проявляется в виде того, что работа происходит на уровне как бы нечетких систем восприятия. То есть вы когда будете работать, вы проанализируете, увидите такой уровень, он значит, дает определенную, что ли,
ну, что вопросную фазу. То есть там могут возникать вопросы из-за того, что слово «рассеянный» дает и следственную волну, как рассеянную систему. Так вот, вы подойдите к этой фазе таким образом, что рассеянные системы – это принцип свободы. То есть чем больше рассеянных систем, тем больше свободы воли, свободы творчества в этой системе. А свобода – это не рассеянная вещь, это, наоборот, больше свободы духовного волепроявления и творчества. И вот просто заменные понятия, заменные позиции вы имеете скоррелированную уже систему. И когда вы даже можете просмотреть этот уровень на, например, оптическом уровне восприятия, там вы увидите, что существует очень простой принцип смена позиционного уровня, то есть на оптике смена как бы оптического носителя, смена платформы, которая светится тем или иным образом. Эта смена, соответственно, и регулирует точность в подходе. То есть, если вы работаете просто на уровне рассеянной, как бы рассеянный уровень информации или рассеянной системы восприятия сознания, то это похоже на своеобразное, если вот в оптике как бы точки оптического плана, которые идут как бы из бесконечной области, и вы работаете во многом не системно, путем перебора по различным уровням доступа. Как только вы считаете, что вы работаете на уровне свободы доступа, здесь система как бы замирает, и динамическое свойство превращается в статическое. Просто пронаблюдайте этот эффект, и по возможности, если вы имеете некоррелированную систему, то есть она либо слишком быстро движется, либо она подвижна так, что имеется только общий смысл информации, но нет частности, вы изменяете точку зрения. То есть логическая смена точки зрения дает устойчивость в управлении. И еще один короткий вопрос, связанный с пояснением позиции, значит, вот сворачивания вот этого уровня оптического к точке приложения, значит, первичного импульса, вот как я сказал, как некая дорожка рулоном свертывается. По возможности вы можете работать, вообще говоря, с этим элементом просто в пространстве восприятия, то есть ставится вопрос, как вообще это делать, например, в пространстве физическом, например, да, то можно, вообще говоря, не усложнять там восприятие на многопараметрической форме, а достаточно работать в пространстве восприятия как бы в автономной области мышления. То есть вот есть характеристики, которые достаточно провести хоть где-то хотя бы один раз. И тогда у вас управление реализовывается. То есть не обязательно работать в привязке к физическому пространству. То есть свернуть можно просто в какой-то мысли форме, то есть выделить пространство мышления, рассмотреть, где это находится, и свернуть волевым уровнем, например, духовным, и все. И только лишь знать, что это связано, например, с расстоянием между, предположим, столом и дверью вот, по сегодняшней лекции. Следовательно, многие элементы можно делать только лишь так, чтобы элементы хотя бы удерживались в восприятии. Это вот специальный уровень концентрации, который характеризует, что когда вы делаете действие, зная смысл этого действия, то действие все равно реализуется, потому что существует, уже известна система связи каждого элемента с каждым. Следовательно, если действие, проведенное в одной области, реализовано, естественно, это действие дойдет до своего уровня назначения. Просто вам не обязательно всегда контролировать уровень назначения. И такой подход, он просто может ускорять какие-то процедуры, где вам нужно выделять главную центральную часть действия, что означает, например, концентрация. Если мы говорим на динамически подвижной среде, то есть в пространстве возле вас, в пространстве мышления, то концентрация в данном случае означает значит, понимание действия, знание, может быть, оптического импульса, знание как бы оптической формы, знание духовного состояния, если это нужно, и так далее. И совокупность знаний, сконцентрированная пусть даже в небольшом времени, будет означать то же действие, что концентрация на каком-то фиксированном там, числе, предположим, или же на фиксированной части тела. Следовательно, вот, понятие концентрации можно перевести в область управления, например, таким образом. Хотя можно концентрацию перевести на уровне состояния духа, то есть из логических уровней выводить то состояние духа, которое и обозначает концентрацию с точки зрения вот этих технологий познания, когда вы работаете мыслями.
Или же, когда вы работаете с темами, которые не относятся, например, к мышлению, но в восприятии вы можете их рассматривать как работу, предположим, духа. И когда вы, например, делаете концентрации разными, что ли, по времени, по продолжительности времени, вы можете, вообще говоря, работать не долгое время, а просто-навсего в пространстве информации время удлинять. То есть первый вариант, можно концентрироваться там, например, на пальце или на числе минуту, там, предположим, да, или больше, а можно просто сделать концентрацию, но сделать так в информации, что вы просто делаете концентрацию на информации больше, то есть столько, сколько нужно. И тогда вам не обязательно, например, долго концентрироваться на какой-то системе. Например, у меня есть там какая-то концентрация на числовом ряду. При этом, если я делаю эту концентрацию, то, в принципе, каким-то образом вырабатывается время. И чтобы не тратить время, скажем так, физическое, можно просто-навсего ввести управление на информации, что данная концентрация длится такое-то время, и вы ее столько-то делаете. То есть заменять физические действия действиями информативными. Или, предположим, есть ряд упражнений по концентрациям, предположим, то скажем, даже вопрос, который здесь поставлен, конкретно, что есть концентрация с 22 до 23, и при этом существует наложение концентрации. И, значит, здесь дальше пишется, что на все концентрации есть чувствительность. Дело в том, что как таковая чувствительность — это не обязательная система, то есть лучше иметь чувствительность, но потом, в принципе, это можно выходить из этой системы, то есть чтобы был уровень обычного восприятия, по возможности фоновый уровень. А дальше, если говорить о концентрациях, и они накладываются, то можно сделать точно так же. Предположим, есть какие-то концентрации, там, либо они накладываются, либо пересекаются в одном времени, тогда просто можно их сделать, например, раньше, там, за какое-то время, за любое, в принципе, но сделать так, что концентрация проходит в вашем информативном пространстве именно в это время и именно так, как в методичках я даю. Тогда получается, что вы можете проработать, предположим, утром полчаса или даже 10 минут, проделать все концентрации за весь день, предположим, там, или хотите на месяц вперед. И тогда вы просто будете как бы находиться в том времени, в информативном пространстве, а уже в этом времени можете выбрать или оптимальную какую-то, которую вы хотите, или же можете вообще, собственно говоря, опять проинтегрировать в пространство прошлого выйти и просто как бы еще просмотреть в текущем времени, как вообще они реализуются. И что-то где-то, как бы подтянуть, и все. И при этом не тратить, например, время, и как я сейчас сказал, что есть рассеянные системы, то есть когда много концентраций, много световых систем, выделить главные, которые вам наиболее оптимальны сейчас, их как-то подтянуть, например, добавив какое-то небольшое, может быть, время, и тогда вы сможете, как бы не очень, что ли, напрягаясь с точки зрения именно системности, что с точки зрения там временных затрат, делать действия, которые вам нужны, например, по целевому управлению. И в качестве сейчас самостоятельной работы вы сделаете концентрацию сфера передо мной радиусом, сфера пусть будет 2 метра, значит, граница сферы где-то находится передо мной, и внутри сферы в центре проделаете множество концентраций, причем проделаете все в центре этой сферы. То есть радиус 2 метра, центр на расстоянии 2 метров от меня. Когда вы будете делать все в одной точке, вы посмотрите, как происходит пересечение концентраций. Но при этом ни одна из них не попадает, например, и не мешает, потому что у каждого свое пространство мышления. То есть одна точка геометрическая, а пространство мышления все равно у каждого свое. Следовательно, пересечения нет. И проделайте это упражнение, посмотрите, как создатель создал мир с этой точки зрения, что может быть бесконечное количество мышления при, например, ограниченном пространстве. Почему тогда именно такое пространство? Именно такая форма человека, почему именно такая физическая форма вообще в мире?
То есть сразу же сделайте выводы. Это займет немного времени, а я понаблюдаю. Здесь, обратите внимание, возникает ощущение свободы развития. То есть вы видите, что существуют соседние области концентрации, они, как оптические системы, могут мелькать, проявляться, при этом делаете общую задачу созидания. И вот свобода, она в том и выражается, что точка одна физическая, а может быть бесконечное множество, например, мыслительных, духовных проявлений. И вот когда вы смотрите, например, там, физическое тело человека, а количество мышления может быть бесконечно большим, то принцип полной свободы – это любое мышление в созидательном, от создателя смысле, направленном в любое физическое пространство. Следовательно, понятие преобразования пространства – это понятие, ну, в том числе свободы личности. То есть вот вы когда посмотрите социальные такого типа понятия с понятиями организации мира, то посмотрите внимательнее, когда вы делаете концентрацию в той области, в которой делают, ну, в том числе и другие, и вы, например, видите, что ваша область концентрации в проекционном уровне, вот если вы обратите внимание, вы сейчас сделали концентрацию в одной области, и обратите внимание, что проекция всех концентраций других людей на вашу концентрацию дает форму человека. Просто присмотритесь, вводите внутрь формы и увидите даже внутренние органы и так далее. То есть, поэтому получается, что организация на физическом уровне человека – это свобода, заложенная в структуру развития информации, в структуру развития сознания, причем такая, что любое количество в одной точке пространства никак не пересекается одно с другим. И из этого следует, что Создатель всех сделал абсолютно свободными, по сути, всех создал. И получается, что даже при большом количестве действий человек все равно сохраняется внутренне реально свободным. Просто с точки зрения развития технологии вечности вы посмотрите, что это и есть зарождение вечности, информация вечности. Вот если задаться вопросом, как вообще информация вечности создается, как она рождается, то это вот именно эта точка, о которой я сейчас сказал. То есть вечность имеет конечные характеристики в рождении, но при этом она становится вечностью, если вы как бы удаляетесь сознанием и видите информацию вечности, предположим, в виде уже большой сферы. И кто находится возле сферы, определенной граничным каким-то образом, они, соответственно, тоже являются вечными. Посмотрите следственную часть этого развития. Когда вы работаете с информацией вечности, то существует, ну, своеобразно, вот бывает там наплыв объектива на, то есть из какого-то общего фона и на конкретную частную область можно увидеть сферу вечности, а можно увидеть, как она организовывается, например, от, значит, какой-то системы динамического типа. Так вот, это организация вечности от динамического уровня реальности, там, где есть ваше мышление. Если вы перейдете дальше, то вы увидите, где мышление стыкуется с вечностью, где переходит в вечность. И вот этот уровень перехода на информацию – это как раз граница пространства мышления в области восприятия, например, вот именно по данному типу лекции, я имею в виду, где есть рассеянные системы в вашем сознании. Если вы, например, будете реализовываться в плане управления не обязательно в рассеянных системах, например, не по сегодняшнему лекционному материалу, а в конструированных системах, то переход в структуру вечности, он может быть другим, но принципиально при этом может не отличаться. И в принципе не отличается. Посмотрите в качестве самостоятельной работы, что унифицированные
система, она существует везде, и отличия, как правило, не происходит. Сейчас задайтесь целью решить свои задачи здесь, сейчас, причем решить внутри, опять же, этой сферы, о которой я сказал, опять в центре этой сферы, и в том числе в виде, как работают другие, как бы помогать им. Да? При этом мышление происходит в центре опять этой сферы. То есть идет работа как над своей ситуацией, так и над системой, кто будет работать сейчас здесь, и при этом еще будут работать те, кто будет смотреть, например, видеокассету, читать лекционный материал, и они еще будут работать, то есть посмотрите их работу. Более того, вы должны делать полезное для тех, кто вообще как бы еще находится на уровне такого, что для них в этом варианте физическая информация, она недоступна, то есть они, вот, например, сейчас они этой лекции не слушают в текущий момент, но при этом им тоже надо помочь по основным задачам. То есть существует 3 уровня работы. Ваша собственная помощь тем, кто в зале, тем, кто будет слушать из учеников, учиться, да, и тем, кто во все время, например, сегодня, вот он, например, эти люди не слышат, но им надо помогать. Вот, понимаете, это специальный тип выявления информации, то есть каждый из вас выявляет свою область. И обратите внимание, как происходит работа, значит, у каждого. Обратите внимание, то есть войти в эту область и на оптике воспринять. Не обязательно так вот дословно и не обязательно очень, собственно говоря, там точно, а главное иметь духовный принцип восприятия. Вот на духе надо это все воспринять. И теперь еще дальше обратите внимание, что больше в зале уже формируется духовный аспект управления. То есть именно духовная среда начинает концентрироваться, именно духовное управление. Так вот, логический уровень, связанный с задачами всеобщего физического плана, начинает организовывать духовный план. Пространство причем. В физическом пространстве начинает реализовываться духовное управление, которое не имеет таких, например, жестких оптических параметров, больше похоже на неоновый, например, свет, да, как бы рассеянная система. И духовный уровень, он практически неотличим. Скажем так, на духовном уровне в рамках созидания люди становятся, по сути, равными там, перед Создателем, под действием Создателя. И вот приближение к уровню Создателя именно происходит на всеобщем духовном созидательном развитии. То есть вот это все, что я сказал, можно сейчас просто пощупать пальцами, там, ощутить, увидеть эту духовную среду. И по возможности, вот просто все это в зале, по возможности рассмотрите внимательнее. Сейчас, когда я сказал, прошла духовная, система в большей реализации, да, информации, потом опять наступает логическая фаза. Но логическая фаза уже более высвечена. Она более развита через трансформацию духовного плана. То есть, обратите внимание, что вот эта трансформация, она происходит как бы сама по себе, вот это работа Создателя. То есть можно увидеть, как происходит работа, потому что этот процесс, он происходит просто как качественно следующий уровень. И таким образом можно развиваться до работы души, где работа души – это и есть развитие. И вот когда мы, например, говорим о концентрациях, то концентрации – это системы, которые приводят к развитию именно такому, что работает уже зачастую, или, например, в основном работает душа. Там, где не бывает ошибок с точки зрения работы Создателя. По созидательному плану имеется в виду. И дальше любой несознательный аспект рассматривается как отсутствие технологий, отсутствие знаний. Это достаточно четко видно вот в этом плане, это очень четко сразу вырисовывается, что вот есть просто информация, отсутствие знаний. Если что-то деструктивно, просто нет знаний. Следовательно, задача, находясь на том уровне, это значит, надо знания передавать. Как передавать? Опять же, можно рассеянные оптической системы выбросить несколько уровней управления и посмотреть, какой из них больше адаптируется, даже потом просмотреть канал. То есть первый выброс может быть общим, и потом уже посмотреть, по какому плану передавать знания с целью развития других систем или с целью, например, вообще преобразования деструктивных систем. То есть вот это упражнение вы лучше сейчас проделаете. То есть как нужно образовывать там, где нет знаний, с помощью рассеянных систем сознания. Точка опять в центре этой сферы,
из нее выходите и начинаете знания передавать. Вот я буду наблюдать. При передаче знаний обратите внимание на вектор всеобщности передачи. То есть вы передаете системам, данным, да, например, и как опыт старайтесь это передавать везде, то есть чтобы деструктивным системам просто не оставалось места, потому что здесь принцип, например, для спасения Земли, для спасения мира ситуация, ну, именно технологически заключена вот такого типа в том, что как только весь уровень информации будет плотно в коллективном сознании таким, что нет возможности реализовывать систему деструкции, то уровень защиты – это и есть уровень гармоничного естественного развития при условии устойчивости. То есть уровень, значит, ну, защищенности – это и есть уровень, вообще говоря, отсутствия деструкции как таковой, потому что любая незащищенность – это возможность внешней деструкции. Следовательно, вот эти внешние пространства, возможно содержащие деструктивные элементы, они также преобразовывают через систему рассеянного сознания. И то есть вот элемент работы с рассеянным сознанием, если гармонизировать каждый участок рассеянного сознания, это сильная система, в том числе и защиты, значит, вашего развития. И поэтому, когда вы, например, делаете управление, с этой точки зрения также подходите. Но сейчас просто нужно будет передать совместно. У меня просто есть вот практика работы, значит, учеников, и она заключена в том, что работало 11 человек, при этом обучали мои ученики, то есть это получается, что обучение ведет, например, возьмите такую, ну, как модельную задачу, обучение ведет мой ученик, то есть вы можете вести обучение. Далее вы учите, например, в данном случае вот группа из 11 человек. Значит, предложим вот пункт первый, там, информация для работы. Александр, 24 года, послеоперационный сепсис, кома. После первого сеанса пришел в сознание, попросил есть, после второго сеанса начал ходить. Значит, вы посмотрите эту информацию внимательнее и возьмите, проведите, во-первых, свое управление, при этом рассмотрите информацию на всех уровнях. То есть вот работаю я, работает ученик, работают ученики, которые учатся там у моего ученика, моих учеников. И при этом, ну, происходит, ну, например, определенный процесс регенерации. Значит, рассмотрите в данной технологии, вот кому, предложим, как систему рассеянного сознания, где процессы не определены, да, с точки зрения реализации, например, ну, в сознательном состоянии, в плане там, в обычном, как бы, системе коммуникации, так скажем, да. И рассмотрите элемент сознания, если это кома, то в чем выражен элемент. Значит, эти элементы постарайтесь сделать устойчивыми в плане, значит, устойчивости, что выход из состояния комы, значит, элемент, соответствующий состоянию комы, он устойчиво реструктуризируется, а соответствующий состоянию здоровья, он устойчиво наращивается. То есть вот устойчивость тоже разная, да? Следовательно, понятие реструктуризации и, например, устойчивого развития – это тоже система рассеянного сознания. Это разные по многокомпонентным уровням как бы выбросы первичного импульса. И вот так как здесь идет регенерация, вы должны посмотреть, как работали, например, да, ученики, и по возможности ваша работа должна содержать следующие действия для устойчивости процесса, не обязательно по отношению, предложенному вот к Александру, 24 года. Это я говорил о том компоненте, который говорит о всеобщности знаний, то есть вектор всеобщности. То есть вам нужно то, что сделали ученики, так как они все равно сделали
идти дальше, то есть взять и уже сделать следующий уровень. Вот вообще в системе развития, в любых технологиях, включая приборные технологии, главное всегда делать следующий уровень развития. При этом, да, надо фиксировать, например, текущую систему, то есть делать так, чтобы какой-то уровень реальности был, значит, ну, как бы всегда созидательный, был, который можно всегда использовать. Но при этом вот следующий уровень, он очень важен в плане системы развития. То есть вот каждый элемент следующего действия должен содержать развитие. И в связи с этим, значит, то, что он должен содержать развитие, вы здесь, во-первых, естественно, смотрите, что и как сделали ученики, позитивный уровень, да, передаете. Во-вторых, значит, делаете сами и передаете еще то, что вы сами сделали в плане всеобщей устойчивости. Тогда получается одна компонентная задача, вот восстановления Александра, значит, она пришла к тому, что эта задача стала задачей по канонической устойчивости и по уровню, ну, благоприятного развития в любых условиях, значит, ну, вот этого процесса, что ли, послеоперационного сепсиса и комы в сторону выздоровления. То есть при этом, когда вы так сделали, посмотрите, как эти знания вообще взять и распространить на социальные вообще какие-то аспекты. Не обязательно это только здоровье. То есть обязательно делайте градацию, посмотрите, как технологию распространить на какие-то, может быть, другие процессы, сделать ее универсальной. И как только вы это сделаете, вы увидите, что есть унифицированность вашего доступа по рассеянным системам. Опять рассеянные системы сознания. Одно дело здоровье, другое дело, кажется, что, ну, может быть, и реально по информации, другая область информации – это событийная часть, но при этом вы можете очень четко сказать, что знания, полученные от восстановления, как бы уже достаточно в сложном варианте, например, вот кома, эти знания могут быть использованы, когда, например, уже может начинаться процесс, предложен на ядерном реакторе, какие-то процессы уже начались проблемные, эти знания можно как бы использовать, чтобы процесс остановить и вывести в норму, даже уже при начале некого как бы, ну, патологического процесса на ядерной станции. То есть по возможности какие-то элементы, которые вы находите в управлении и которые касаются технологии спасения, значит, выводить, а это конкретно вот реализованная технология спасения, так как если продемонстрировать первичную информацию, там была сложная ситуация реально. И, значит, и вы выводите на уровень, значит, универсального импульса, который имеет духовную статику, и вы этот духовный статичный импульс уже имеете, это ваш опыт. В дальнейшем он мгновенно реализуется, когда вы там спите, или вы там занимаетесь управлением произвольной или непроизвольной даже области, попадает под этот статический импульс. И если даже к вам обращаются мысленно, он срабатывает, вы передаете знания, ну, как бы даже не особенно заостряя внимание в телепатии там. То есть вот этот уровень всеобщего роста за счет конкретного действия, уровень, который в условиях систем рассеянного внимания позволяет рассеянного сознания, рассеянной области сознания, то есть рассеянный именно как элементная часть сознания. Сознание может быть концентрированное, а в оптике это рассеянные системы. И, то есть в оптике они просто в разных местах, в локальном месте, они единый, например, какой-то центр. И вы тогда можете очень быстро осваивать очень большие массивы информации по проведенным мной технологиям. Во-первых, такие массивы, они таковы, что вы формируете вот такой универсальный импульс спасения, так скажем, универсальный статус. При этом независимо от ситуации он срабатывает универсально, и вы, по крайней мере, уже имеете многорезервную систему по отношению ко всем событиям. Неважно, с чем они связаны, личные, или там общественные, или вообще будущие события, может быть, даже которые вы физически можете не встречать. То есть поэтому по возможности формируйте именно статусность в управлении, которая является, в принципе, очень серьезной целью в управлении, когда вы сможете справиться с любой ситуацией по просто унифицированному принципу. Просто по унифицированному принципу. То есть любой тогда опыт, любой результат – это для вас багаж для того, чтобы резко повысить уровень управления. И вот по такому принципу вы постарайтесь
реализовывать там, собственные задачи помощи в плане другим. И когда вы имеете много элементов, то есть много информации, то старайтесь реализовывать вот те принципы, которые я изложил в сегодняшней лекции. По возможности посмотрите на определенные вещи, которые совершенно явные с моей точки зрения, но я о них не сказал, так как они являются промежуточными по связям, и логически их очень просто обнаружить. То есть в качестве домашнего задания, найдите какие-то логические для себя ясные концептуальные или практические связи, которые могут быть реализованы с точки зрения сегодняшней лекции. Вот с точки зрения сегодняшней лекции таких связей можно найти достаточно много в целевом плане работы с большими массивами информации, в целевом плане работы с задачей смены информации в будущем в больших конструкциях, то есть это при больших территориях, при больших проблемах и так далее. То есть вот здесь вы можете найти, те уровни, которые логически очень просто можно, в общем-то, назвать корректными словами, так скажем. На этом я сегодняшнюю лекцию заканчиваю. Спасибо за внимание.